ООО «Мемориал» Староминского района Краснодарского края – крупнейшее на юге России предприятие по обработке природного камня. Масштабные мемориальные комплексы на территории Кубани, Южного федерального округа – результат кропотливого и качественного подхода к своему делу. Небольшой цех, занимающийся камнеобработкой, при поддержке администрации Староминского района вырос до современного завода производственной площадью более 2000 квадратных метров. Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием для полноценного технологического процесса по обработке мрамора и гранита. Наличие собственного склада позволяет быстро выполнять заказы, а широкий выбор камня удовлетворит самые необычные пожелания. Предприятие успешно работает и развивается уже более 20 лет. Коллектив создавался постепенно и на сегодняшний день насчитывает более 100 человек. По программе наставничества активно привлекается молодежь. Мы ставим молодого человека, которого наставник воспитывает в течение нескольких месяцев, объясняя технологию резки, технологию полировки, обработки сусальным золотом. И таким образом мы выращиваем молодых специалистов, которые потом работают и 5, и 10, и 15 лет. Предприятие конкурентоспособное и заработная плата сотрудников достойная, что немаловажно для молодых людей. Для привлечения иногородних специалистов действует программа по предоставлению жилья. Клиентами «Мемориала» являются как частные заказчики, так и госструктуры. Имея лицензию на строительство и на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, предприятие оказывает услуги по разработке дизайн-проектов и проектно-сметной документации, что позволяет создавать как декоративные дизайнерские изделия, так и масштабные мемориальные комплексы. Одно из главных направлений – тема увековечивания памяти погибших. Это важная задача не только предприятия, но и всей общественности. Со списками фамилий мы работаем с краевой книгой памяти, которая была создана более 25 лет назад. На Кубани погибло более 500 000 наших земляков, героев в Великую Отечественную войну. Половина из них пропали без вести, и их фамилий нигде даже нет, ни на одной братской могиле. А война шла в десятках государствах мира. И таким образом наши земляки, кубанцы, по инициативе людей, общественных организаций уже строятся, воссоздаются за последние 15 лет книги в камне. В 2008 году в Староминском районе была создана книга памяти в камне, в которой увековечили имена более 5000 кубанцев-староминчан. Половина из них пропала без вести. Это была инициатива народная. Люди даже приносили цемент, доски, гвозди, когда шло строительство. Участвовали все предприятия района. Это был один из наших первых проектов крупных в Староминской. На сегодняшний день, проезжая даже мимо мемориального комплекса, мы видим, что там всегда есть люди, даже отдыхающие, которые приезжают погостить к родственникам, идут в фамилии своего деда-прадеда. И мемориал стал как бы частичкой каждого жителя района. Самые масштабные работы можно увидеть в Лабинском и Кущевском районах Краснодарского края, Октябрьском и Чертковском районах Ростовской области. Тысячи фамилий защитников Отечества выбиты золотом, и к ним приходят родные и близкие почтить память. Созданные мемориалы – частички каждого жителя, которые с гордостью знакомят подрастающее поколение с героями, чьи имена теперь никогда не забудутся. Александр Викторович вместе со своим предприятием, вместе со своими рабочими устанавливает памятники фронтовикам, где у нас нет родственников. И таким образом мы увековечиваем память участникам Великой Отечественной войны. Если говорить непосредственно об этой книге, книга памяти, мероприятия, которые проводятся на этом мемориальном комплексе, еще раз подчеркивает о том, что это значимое для Староминского района, памятник значимый для Староминского района. В каком плане? Ветераны, труженики тыла живые, родственники погибших и умерших участников Великой Отечественной войны приходят с цветами и в праздники, и в будние дни, как на могилку, к погибшим и не вернувшимся участникам Великой Отечественной войны, к нашим землякам. К 75-летию Великой Победы предприятием построены мемориальные комплексы в 3 субъектах России – Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. В этой работе существенно помогла федеральная целевая программа увековечения памяти погибших при защите Отечества. До реконструкции мемориального комплекса было нанесено 1616 фамилий наших земляков. На сегодняшний день, после
капитального ремонта уже 7822 фамилии. Это очень важно, потому что на протяжении 6 месяцев по книгам памяти восстановили каждую фамилию нашего земляка в рамках патриотического воспитания нашей молодежи. Совместно с волонтерским движением мы отработали все списки наших земляков для того, чтобы не забыть каждого, чтобы помнить историю нашу. Это было одно из первых сооружений, вот такое книга памяти на территории Краснодарского края, где в алфавитном порядке были нанесены фамилии более чем 6 тысяч человек, погибших староминчан во время Великой Отечественной войны, а призвалось всего 12 800 человек. И вот 50% из них не вернулось с полей сражений. И, конечно же, паломничество книги памяти было ошеломляющим. За последние 15 лет компания «Мемориал» увековечила более 140 тысяч имен погибших, и создание книг памяти, включающие в себя 21 том, можно смело назвать одной из успешных работ, в которых посчастливилось участвовать Александру Романченко. Для нас это память, которая воплощена в камне. И в 2015 году возведен этот величественный мемориал. Спасибо большое тем людям, которые в этом участвовали, особенно подрядчику компании «Мемориал». Для всех жителей Кущевского района, для каждой семьи это место святое. Ежегодно мы проводим здесь памятные мероприятия, празднования Дня Великой Победы 9 мая. И каждый житель района возлагает цветы к этому мемориалу и к той стеле, где есть фамилия, имя, отчество погибшего родственника. И сами жители говорят, подходя к книге памяти, вместе с портретами, которыми они идут, своих земляков, погибших, дедов, прадедов, подходят к своим спискам с этими портретами и говорят, вот это наш бессмертный полк в граните. Мы увековечили эти фотографии на века. На сегодняшний день молодежь активно поддерживает процесс создания и восстановления мемориальных комплексов, а подрастающее поколение впитывает то святое, что сейчас начинает возрождаться после долгих лет. Поздравляем всех с 85-летием образования Краснодарского края. Жителям Кубани, землякам желаю успехов, сохранения исторической памяти, всего самого доброго, мирного неба над землей. Нашему трудолюбивому кубанскому народу все по плечу. Желаю всем здоровья, счастья и удачи. Множеством наград, грамот, дипломов отмечен Александр Викторович и команда его предприятия. В их числе есть и почетный знак отличия «Трудовая доблесть России» и медаль «Имя Кубани». Награда за заслуги в патриотическом воспитании, за помощь и содействие ветеранскому движению и многие другие. Но самая главная награда – историческое и культурное наследие. Возможность для сотен тысяч людей прийти к гранитным плитам и оставить цветы в память своих близких.